Всем добрый день. Давайте поговорим о коанах. В последнее время я получил несколько вопросов и вот решил записать видео. Первое. Коан– это инструмент просветления или что это такое? Что это за метод? Прежде всего, коан– это загадка, какой-то парадоксальный вопрос, который получает человек, который практикует. И он пытается не с помощью логических средств, не с помощью логики и аналитики найти ответ на этот вопрос, а выйти вне концептуального мышления, вне логики, вне аналитики, для того, чтобы попробовать получить переживание так называемой объективной реальности, да, то есть просветление, то есть фактически увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле, без своих эгоистических заблуждений, без своего маленького способа видения мира. Но нужно понимать, когда и где родилась эта практика, что это такое. Дело в том, что сейчас мы вернемся немножечко в сторону лингвистики. Дело в том, что китай-монгольская группа языков и индоарийская группа языков– это две совершенно разные группы языков, и особенность их различия заключается в том, каким образом они воспринимают реальность и действительность. Существует такая теория лингвистической относительности, релятивности, да, и эта теория, она утверждает, что наше мировосприятие формируется тем языком, на котором мы говорим. Теория очень логичная, очень хорошая, у нее много есть очень замечательных объяснений, и вы действительно можете сами прекрасно понимать, что определенные способы выражения мысли определяют мой способ видения мира. Да, допустим, в английском языке it's raining cats and dogs, да, то есть идет дождь из кошек и собак. Подразумевается, что дождь очень сильный. Ну, мы в русском, да, говорим, там, что на проливной дождь или вот льет как из ведра. Вот прекрасный пример. Где-то говорят про кошек и собак, а где-то говорят про то, что льет как из ведра. Это способ видения мира. Мы настолько привыкли к этим выражениям, что мы можем немножечко даже не отдавать себе отчета в том, как это происходит. Но это действительно просто способ мировосприятия, и он разный. И почему я заговорил сейчас об индоарийской группе языков и китай-монгольской? Потому что в индоарийской группе языков даже предложения строятся по одинаковому принципу. А в китай-монгольской совершенно все по-другому. И дело здесь даже уже не в построении самом предложений, а в том, на чем основана одна языковая группа и вторая. Если очень коротко, то в нашей группе языков индоарийской все построено на логике. Все построено на том, что есть белое, есть черное. Если белое, то не черное. Если черное, то не белое. Да? То есть это понятие взаимоисключающее. Наша логика не терпит никаких а, может быть, если. У нас есть если так, то только так. Если так, то только так. По большому счету, именно поэтому на английском языке сейчас, английский язык индоарийский, построена вся фактически научная деятельность. И это то, а, на чем развилась по большому счету вся наука, потому что это язык логики. Да? То есть вот это нужно очень четко понимать, потому что один из самых простых примеров, чтобы вам объяснить разницу между китай-монгольской и индоарийской группой языков, был проведен эксперимент, когда дается картинка, на этой картинке изображена рыба, которая плывет в океане, и просят людей индоарийской группы языков описать эту картинку и, соответственно, китай-монгольской. Что происходит? Когда мы описываем эту картинку, ну, то есть мы индоарийская группа языков, то мы говорим, рыба такая-то, у нее такой-то формы плавники, такой-то там глаза, она плывет в ту сторону, там, ну и так далее, и так далее. Мы описываем вот эту вот рыбу, и что там с ней как будто на картинке происходит. Как только начинают описывать эту рыбу люди другой языковой группы, они начинают описывать океан вокруг нее, какое дно, какие водоросли вокруг, как эта рыба вписывается в целостную картину. И вот здесь очень важно понимать, что Китай-монгольская группа языков– это то, что, ну, часто популярное слово гештальт, да, это целостность, wholeness, да, когда мы понимаем, что что-то не отдельный элемент на картинке, а мы пытаемся воспринять всю картину сразу, всю целиком. Пытаемся понять interconnectedness, взаимодействие того, как различные элементы взаимодействуют друг с другом.
И вот это очень важное понятие, потому что оказывается, что для китао-монгольской группы языков вот этот вот знак инь-ян совершенно нормальное понятие, что противоположные для нас, казалось бы, вещи могут совершенно нормально взаимодействовать друг с другом и сосуществовать одновременно. Одновременно, если у нас там только белое, только черное может существовать, и это взаимоисключающее понятие, то в китайском языке, ну, в той группе языков, взаимоисключающие понятия могут существовать вместе. И вот это для людей с логическим подходом ума то, что ломает их мозг. Как бы как взаимоисключающие понятия могут существовать вместе. А вот так. Потому что это просто другая группа языков. Они мыслят по-другому. И вот к чему я это сейчас все рассказывал? К тому, что коаны родились в Китае. Они не родились там где-то там в Индии там, да, и так далее. Потому что как раз Индия очень логичная страна. Вот там вся эта философия и так далее. Все там очень замечательно по полочкам. Одно через другое мы приходим к выводам и так далее, и так далее. В китайской же группе языков все пытается восприятие происходит через образы, через символы. Этот язык, он намного в некотором роде, ну, ближе к языку бессознательного, к языку того, что мы воспринимаем, да, как мы вот говорим, там, левое полушарие, правое полушарие. Это как будто действительно просто другой способ восприятия мира, не логический, образный, поэтический. И поэтому, когда мы впервые встречаем вот эти куаны, то мы начинаем думать о том, что как будто это действительно какой-то там язык просветления, какое-то там что-то вот такое невероятное. На самом деле это просто другой способ видения мира. И вот сейчас я перехожу немножечко уже к тому, чтобы разочаровать людей, которые думают, что если они будут заниматься куанами, то они получат просветление. К сожалению, нет. Куаны– это инструмент, это новый язык. Это новый язык, это новый способ восприятия мира, более образный, более поэтический, более целостный. Но это никак не связано с просветлением. Фактически это то же самое, что выучить новый язык. Вы выучиваете новый язык и с помощью него можете общаться. Вы не говорите больше там шкаф стоит в правом углу. Вы говорите коричневое, вместительное. Вот, ну да, вот это вот вся эта тема про то, что там лягушка прыгнула в пруд, там звук, бах. Вот, ну, потому что здесь это не язык логики, а это язык чувств, это язык эмоций, вот это образов, вот это вот все совершенно просто по-другому переворачивается. Мир, в котором больше не нужна логика, потому что она там как бы, ну зачем она там? Вот они так выражают свое видение мира. И там есть ось, одна основная ось, именно в куанах, потому что таким же образом вот и хайку написаны, да, вот все эти четверостишие, это уже японская вся эта тема. А, и в принципе вот это то, что называется иногда дзен-поэзией, либо в принципе просто вот китайской поэзией, это небольшие четверостишия, которые погружают нас в определенное эмоциональное, чувственное состояние и которые дают нам что-то пережить, но не логически. Это не попытка каких-то цепочек слов, которые приводят нас к какому-то логическому умозаключению. Это попытка поместить нас в атмосферное определенное состояние чувств, эмоций и нахождение вот в этом пространстве того, что сейчас происходит, без логического объяснения. Поэтому, когда мы просто так пытаемся начать читать куаны, поэтому они нам сначала становятся не совсем понятны. И дальше, да, если мы все-таки достаточно долго, вот, допустим, в школе Кванум есть просто встречи с учителями, ежемесячные, онлайн можно проходить, просто это на английском языке все, и вы разговариваете на этом языке, вы в буквальном смысле, это как новый английский язык, условно говоря, как новый язык для вас. Когда вы его выучиваете, вы имеете возможность на нем разговаривать. Просто если допустим, поэзии, которая написана таким способом, там просто пытаются передать некое эмоциональное состояние, то в дзен это попытка передать объективную реальность. Об этом я чуть позже еще скажу. Попытка передать объективную реальность этим новым языком.
И попытка ее передать не равна просветлению, потому что я знаю все эти теоретические идеи, все эти теоретические предпосылки, и я могу о них говорить. Это то же самое, как а, сказать о том, что вот недвижимая гора, там, да, вот, ну, что такое недвижимая гора? Это попытка объяснить вот это состояние пустотности, состояние а, есть некие непостоянные явления, но они откуда-то возникают, да, из пустоты. Вот недвижимая гора – это символ этой пустоты. Я просветлен от того, что я так сказал? Нет, я просто нормальную для нас логически философскую идею выразил образным языком, который может быть не настолько понятен. И поэтому человек, который слишком закручен в логике, он может меня не понять. Но это не означает, что, выучив вот этот новый образный язык, я каким-то образом просветлился. Я просто научился говорить все те же самые философские термины образным языком. Это ничего не означает совершенно. И вот дальше мы переходим к тому, почему это все-таки может работать. Да? Когда нужно не забывать, что это все, эти инструменты использовались чаще всего монахами. Ну, то есть либо людьми, которые глубоко погружены в практику. Что такое глубоко погружены в практику? Мы очень часто забываем, что есть подготовительный этап. И этот подготовительный этап, он очень длинный, очень долгий, очень важный. По большому счету, сказать то, что Коан – это такой инструмент просветления, инструмент практики, который вот прям такой супердейственный, такая волшебная таблетка, это то же самое, как сказать, что вот меня сейчас взять, привести на стадион, одеть на меня там какую-нибудь спортивную форму, какие-нибудь мне бутсы дать, и так, все, давай, вот беги 100 метров за 10 секунд. Ну, как бы, или просто описать, что для того, чтобы что-то сделать, какой-то спортивный результат достичь, меня нужно просто поставить перед штангой. Ну, как бы, ну, нет, да? То есть форма, какие-то стадион, там еще какой-то соревновательный элемент, он не даст мне возможность показать хороший результат, потому что мы забываем о том, что у любого спортсмена была предварительная подготовка на протяжении там 5, 10, 20 и так далее лет. И только после этого он показывает хороший результат. Да, у него есть там какая-то форма, у него там какой-то супер шест, у него там еще какие-то супер штуки есть, но без предварительной подготовки эти супер штуки не сработают, они бесполезны. Вот здесь то же самое. Куан – это как такой, ну, как бы в некотором роде суперинструмент, хотя на самом деле ничего в нем суперского нету, но обычный инструмент, как и все те остальные инструменты, которые используются в практике. Важна была предварительная подготовка. Прежде всего, морально-нравственная подготовка. Это то, о чем первая ступень в йога-сутре, да, в Патанджали, яма не яма, морально-нравственные категории. Если я продолжаю, ну, ладно, там есть мясо слишком отдаленное, это, да, но насилие. Если я не следую вот этой категории ахимсы, не причинения вреда, не причинения насилия, не причинения, не увеличения количества страданий, ну, которое в том числе является как результатом отсутствия, да, поедания мяса и убийства других живых существ, если я не следую всем вот этим заповедям правдивости, да, там, и так далее, то мое мировосприятие не меняется. Просветление – это психофизическая трансформация. Трансформация моего мировосприятия. Я больше не воспринимаю мир так, как я его воспринимал до этого. Для меня было нормально причинить страдания другому живому существу, потому что это доставит мне удовольствие. Но только мы все время себя ограждаем от таких мыслей, да, и нам кажется, ну съел я там вот, ну, кого-то, ну, то есть там, кого-то, я же даже не увижу, как его убивают. Вот в магазине лежит мясо, оно, я уже даже привык к тому, что оно там вкусно выглядит, там, да, или вообще там сразу пожаренное что-нибудь уже в кулинарии лежит. Я же не думаю о том, откуда оно произошло, что для этого мяса убили кого-то, что это целая большая, огромная цепочка действий, которая привела к тому, что оно здесь лежит, вот это сейчас вкусное здесь, но на самом деле, если бы мне самому пришлось убивать, там еще что-то делать, то я, возможно, бы даже этого бы и всего и не сделал. Вот здесь то же самое. Мораль и нравственность, заповеди, которые человек удерживает, да, это не просто
их удержание насильное, а это изменение своей психики. Это изменение мировосприятия, когда я понимаю, что для меня больше врать, говорить неправду — это физически некомфортное состояние. Не только, то есть, ну и психически тоже, конечно, некомфортно, но и физически. Это и есть это изменение. До тех пор, пока этого изменения не произошло, любые инструменты типа куанов, медитации там и тому подобное бессмысленны вообще. Не имеет никакого смысла ими заниматься. Это то же самое, что купить себе какую-нибудь крутейшую форму и думать, что от того, что я купил себе какую-то очень крутую спортивную форму, мое тело сразу как-то поменяется, мышцы нарастут, там, связки усилятся, сухожилия. Там, ну, нет, ничего не поменяется. Вообще совершенно. Буду я в крутой форме или я буду в какой-нибудь совершенно в кедах выступать. Я один раз забыл свои выступлю на соревнованиях штангетки, там такие специальные с такими этими приподнятыми. И все, и на меня все судьи смотрели, кто это вышел вообще, что в кедах сейчас он будет выступать. А оказалось, я там нормальный результат показал, то они такие были озадачены. Вот. Потому что иногда, да, конечно, бывает, что форма помогает, что-то решает, но по большому счету это не важно. Если есть э, физическая возможность, она развивается не с помощью формы. Поэтому мораль и нравственность в начале. И для нас сейчас это не просто соблюдение заповедей, а когда у нас сейчас появилась психология, для нас сейчас это попытка разобраться, не просто удержать заповедь, не говорить неправду, а понять, а почему я так делаю, что во мне есть такого, что заставляет меня вот это вот все вообще в принципе сделать. И как это сделать так, чтобы я не говорил неправду. И тогда я начинаю вот действительно уже разбираться более глубоко. Но это уже наши современные реалии, поэтому да, возможно, психология будет намного более эффективна, чем просто удержание себя в каких-то рамках заповедей. Это первое. И второе, не менее важное, это философская основа. Это то, что делают в монастыре. Несмотря на то, что даже в дзен-монастыре всегда говорят о том, что это передача вне слов, это учение вне слов. Но, несмотря на это, там есть изучение сутр. Естественно. Просто есть монастыри, в которых этому уделяется очень большое количество времени, а есть монастыри, в которых меньшее количество времени. И даже в дзен-монастыре, когда человек становится монахом, у него есть выбор пойти в монастырь, где больше сутр изучают, где меньше сутр изучают. Это тоже его выбор. Но даже если он идет в место, где меньше сутр изучают, он их изучает. То есть, что означает? Это означает, что все равно философская основа теоретическая должна быть им изучена. Всего, по большому счету, очень просто все. 3 основных функции реальности. Первая — пустота, пустотность. Это то, что называется еще пространство. То есть фактически пустота — это не просто что-то, это отсутствие чего-то, а пустота — это вместилище, это способность дать всему быть. Наше пространство, да, небо, оно дает возможность быть солнцу, быть звездам, быть там облакам, быть нашей земле. Это не пустое пространство, а это потенция. Это то, из чего все возникает. Да? То есть первое — пустота пространства. Да? Второе, то, что называется дхармакая, самбогакая — это ясность. Что такое ясность? Ясность — это просто способность ума воспринимать. Вот моя способность видеть, слышать, чувствовать — это и есть вот эта способность сознания, или, как это часто говорится, в зеркале, способность зеркала отражать. Вот сама его отражающая способность. Воспринимающая способность моего сознания, различающая способность, по-разному это называют, но именно сама способность вот этого узнавания, она есть и во сне, то есть даже когда там просто темно, она не обращена на объекты, но она все равно существует, она продолжает существовать. Ее поэтому называют ясность, там, светящаяся, свет, там, ну и так далее. Много у нее всяких синонимов. Вторая, да, то есть первое — пространство. Второе — способность воспринимать, способность, ну, там, видеть, слышать и так далее. И третье — это энергия творческая, которая из этого всего возникает, которая дает вот этим всем более видимым, более осязаемым объектам существовать. Да? Вот
Там ее тоже по-разному называют. Сострадательный резонанс, там как только переводчики не изгаляются, чтобы попытаться перевести вот этот термин. Но суть именно в том, это вот то, что называется энергия шакти. Она проявляется. Опять-таки, это не сами конкретные объекты, объекты это уже результат, а это именно вот эта потенция, которая постоянно все из пустоты производит прямо, да, любые мысли, любые а, более плотные вещи, ну, там вот весь материальный мир и так далее. К чему я это сейчас все сказал? К тому, что вот эти три вещи нужно обязательно было изучить, нужно обязательно было понять в теории. То есть все-таки теория монаху давалась, и он ее очень хорошо изучал. Это не просто так, что я вот сейчас вам это сказал, эти вот три вещи, и все. Как бы нет, он это в сутрах все изучал, с учителями, разговаривал все равно про это. То есть для того, чтобы Куан потом сработал, нужно все равно было настроить себя, настроить свой ум на правильное понимание действительности в том числе. Вот эту идею непостоянства, не зря у монахов есть целые прям такие подготовительные ретриты, когда он в ретрите только о непостоянстве и думает. Он размышляет о том, каково оно, что там с ним, с этим непостоянством, что все там, все вещи вокруг составные, там все меняется и так далее. Потому что он в буквальном смысле меняет прям в таком принудительном виде свой способ мировосприятия, потому что мы очень часто забываем о том, что что-то непостоянно, и начинаем из-за этого, естественно, там как-то переживать, страдать и так далее. А потом, когда мы вспоминаем, так ну, это же все равно непостоянно, все равно потом пройдет. И нам становится легче, потому что мы пришли к этому более объективному способу видения реальности. Поэтому а, Коан– это метод, один из методов, один из очень многих методов. Точно так же, как вот silent illumination, да, безмолвное озарение, безмолвное, там, ну, просветление, не хочется использовать это слово, но состояние покоя, которое при действительно вот этом состоянии, когда все будоражащие какие-то факторы стихают, и я начинаю действительно видеть вот эти три составные части: пустотность, ясность мышления, его способность воспринимать, и то, что постоянно возникают какие-то явления. Это становится переживанием. Это становится, потому что вначале теоретическая подготовка, а потом я беру какой-то инструмент, любой, который мне близок. Коан это будет там, или вот просто медитация безмолвного сидения. Или для многих и мантра работает и так далее. Хотя, ну, обычно говорится, что концентрация это не совсем то. И вот здесь тоже нужно это понимать, что если я просто концентрируюсь на чем-то очень сильно, но у меня нет вот этого понимания теоретического того, к чему я иду, то я так и останусь в своей концентрации. Если я очень сильно концентрируюсь на счете дыхания, на куане, потому что потом я в конце концов беру какое-то слово, которое его представляет, да, допустим, там вот куан му, когда учитель ответил на «есть ли у собаки природа Будды?» Му. Нет. Я концентрируюсь на этом слове му. Но если у меня нет вот этого бэкграунда, нет понимания того, к чему это все идет, то я так и останусь в концентрации. Я так и останусь в ней, и не произойдет от этого взрыва, который поможет мне увидеть объективную реальность. Я специально концентрируюсь на коане, на вот этом парадоксальном вопросе, потому что он убивает вот эти все мои тревожащие мысли. Но если я просто убью мысли, как бы, а результат? Если у меня есть к чему стремиться, если я понимаю вот это теоретическое обоснование, только тогда коан может дать какой-то действительно нормальный практический результат. Если у меня нет вот этой всей подготовки предварительной, Куан ничего не даст. И это просто либо я просто выучу новый язык, с помощью которого я буду красиво отвечать на вопросы. И в интернете очень много таких людей. Я не единожды читал современные уже сейчас комментарии. Люди очень красиво отвечают, все очень замечательно. И при этом продолжают там вести достаточно своеобразный образ жизни, скажем так, и употребляя мясо, алкоголь и так далее, и так далее. Я не хочу ничего сказать про конкретные какие-то действия, но в целом а, это не совсем хороший показатель того, что человек действительно понимает. Это вот в буквальном смысле, как выучить новый язык,
иметь возможность о нем разговаривать и считать, что все, что я уже как бы, ну, все понял. Но если это не поменяло меня ни психически, ни физически, никак ни мою жизнь не изменило, ну, то да, это просто новый язык, который я выучил. Вот, поэтому нужно понимать, чтобы куан сработал, чтобы любая практика сработала. Медитации, еще какая-то более высокая практика, нужна предварительная подготовка. Очень большая, очень длительная предварительная подготовка. Не зря, опять-таки, вот возвращаясь к сутрам Патанджали, там так все прекрасно изложено. Там говорится о яме-не-яме, нравственных предписаниях, и потом уже дальше идут асаны, пранаяма и так далее. То есть мы действительно должны и тело подготовить, и дыхание подготовить, и так далее, и так далее. Много чего сделать для того, чтобы перейти к работе с более тонкими состояниями сознания. Если мое тело не работает нормально, если я не могу, там, условно говоря, просто питаться, если я не могу иметь достаточный физический каркас мышечный для того, чтобы сидеть, если я до сих пор не растянул себя, и я не могу гнуться, условно говоря, во все стороны, а это и есть эмоциональные зажимы, такая непроработка вот этой эмоциональности внутренней, мышечные зажимы, которые переходят во все остальное. До тех пор, пока я с этим не разобрался, работать с более высокими слоями, более тонкими слоями сознания бессмысленно. Вот, поэтому обязательно, естественно, я, может быть, вот в следующем видео как раз про это и поговорю, а, предварительная подготовка. И только потом уже этот инструмент. Не нужно думать про то, что есть какая-то волшебная таблетка. Как обычно, никаких волшебных таблеток не существует. Длительная, долгая, упорная работа, которая приводит к какому-то результату. Вот. Ну, надеюсь, чуть-чуть более стало яснее. Мне, по крайней мере, стало. Вот. Поэтому будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Все. Всем большое спасибо. До свидания.